Всем привет! Еще несколько лет назад, покупая новый автомобиль у официального дилера, покупатели были уверены, что их никто не обманет. Цена внезапно не изменится на финальном этапе, и сделка пройдет максимально честно и прозрачно. Но с 2020 года, когда почти все официальные дилеры перешли черту адекватности, начали делать огромные и необоснованные наценки, отношение к ним резко изменилось. С этого момента черта между официальными и так называемыми серыми дилерами полностью размылась. Обманывали что там. Где это видано, чтобы при покупке нового автомобиля у официального дилера покупателям в наглую отказывали в продаже авто за наличные и склоняли к покупке в кредит. Да не в простой кредит, а с кучей ненужных услуг, которые приобретать необходимо в обязательном порядке, иначе банк не одобрит покупку. Только банкам на эти дополнительные услуги все равно. Выгодообладатель в этой ситуации только сам дилер и его партнеры, которые продают эти услуги. Но с началом СВО все изменилось. Продажи рекордно сократились, поставки автомобилей прекратились, и для дилеров началось непростое время. А уже скоро многие из них просто повесят замок на дверь. Вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Андрей Подщеколдин заявил, что около 150 тысяч работников дилерских центров уже в скором времени останутся без работы. Он заявил, что под угрозой закрытия сейчас находится 2100 дилерских центров в нашей стране, которые ранее продавали автомобили, марки которых покинули Россию. Но вероятнее всего, что многие из них перепрофилируются и начнут продавать автомобили китайских марок. За последний год дилеров китайских брендов стало в 1,5 раза больше, и их общее количество уже около 1500 штук. Также возросло и число дилеров Лады, ведь АвтоВАЗ продолжает работать и наращивает объемы выпуска автомобилей. Также продолжают продавать машины дилеры корейских марок. Ведь несмотря на остановку заводов, дилеры не так давно получили очень большую поставку автомобилей, прямиком из Южной Кореи. Причем автомобили пришли не по параллельному импорту, а по официальным каналам поставки. Правда, цены на корейские машины с учетом наценок дилеров такие, что уж лучше купить китайский кроссовер, чем корейский седан Б-класса. Но и наценки могут запретить. Депутат Олег Лебедев внес на рассмотрение в Госдуму проект поправок в закон о торговле. Если он пройдет, то дилеров обяжут продавать автомобили только по прайсовой стоимости, что очень сильно ударит по ним. А как считаете вы, дилеры нужны?